17 августа 1998 года в России случился первый и пока последний дефолт. Государство оказалось не в состоянии платить по своим обязательствам, что привело к резкому падению рубля. Многие банки обанкротились, их вкладчики остались без денег. Происходившее напоминало апокалипсис. Цены на импортные товары подскочили в несколько раз. Люди на последние средства скупали бытовую технику, пока она не подорожала. А продавцы прямо на их глазах переписывали ценники. Полки других магазинов и вовсе опустели. В жизнь россиян вернулись почти забытые слова «дефицит» и «очередь». Премьер-министром России в эти дни был Сергей Кириенко. Именно он принял на себя ответственность за случившееся. Но дефолт не поставил крест на его карьере. Наоборот, она пошла в гору, и сегодня Кириенко отвечает за всю внутреннюю политику России. Занимается настройкой путинской системы, делает так, чтобы ее шестеренки работали слаженно. А после начала войны в Украине Кириенко стал курировать оккупированные территории. Этот фильм о Сергее Кириенко. О том, как бывший друг и соратник Бориса Немцова встроился в путинскую систему и стал одним из самых влиятельных ее деятелей. «23 марта 1998. Россияне с удивлением смотрят обращение президента Ельцина. Тот объявляет, правительство Виктора Черномырдина в полном составе отправляется в отставку. Черномырдин – давний соратник Ельцина. Он возглавлял кабинет министров с 1992 года и считался человеком дипломатичным, умеющим находить компромиссы. Не видел ничего зазорного в том, чтобы поговорить, например, с главарем террористов, захвативших больницу в Буденновске по телефону ради освобождения заложников. Такой человек, казалось, пригодился бы президенту в его противостоянии с прокоммунистической Госдумой. Но не менее удивительной становится кандидатура на должность исполняющего обязанности премьер-министра. Место Виктора Черномырдина, политического тяжеловеса, который еще в советские годы был и членом ЦК КПСС, и министром газовой промышленности, занимает 35-летний министр топлива и энергетики Сергей Кириенко, про которого страна почти ничего не знает. Родился в Сухуме, школу окончил в Сочи, институт в Горьком, который после распада СССР снова станет Нижним Новгородом. В Горьком Кириенко делает стремительную карьеру в комсомоле, став секретарем местного обкома ВЛКСМ. В прежние времена это была отличная позиция для старта в партийной карьере, но времена меняются. В самом разгаре перестройка, комсомол уже не воспринимают всерьез. Однако Кириенко удается использовать эту позицию. Он понимает, что именно с комсомола в России начинается капитализм. Перед ним открываются возможности реализовать себя в предпринимательстве. В конце 80-х он возглавляет созданный вместе с коллегами по комсомолу молодежный концерн АМК, занимавшийся торговлей всяким ширпотребом. В начале 90-х он становится председателем правления банка «Гарантия», создание которого пролоббировал нижегородский губернатор Борис Немцов для обслуживания счетов пенсионеров. Это сейчас кажется, что сидеть на пенсионных деньгах очень выгодно. Но начало 90-х это было другое время. Пенсии были копеечными, платились с задержками, поскольку денег у пенсионного фонда не было. А все политические последствия принимал на себя губернатор Немцов. Чтобы облегчить ему жизнь, Сергей Кириенко реализовал бартерную схему, по которой нефтедобытчики погашали свои долги перед пенсионным фондом поставками нефти на местный перерабатывающий завод North Sea Oil. А деньги от продажи нефтепродуктов шли через банк «Гарантия» на выплату пенсий. Схема сработала, и вскоре Кириенко сам стал нефтяником, возглавив ту самую North Sea Oil. В 97-м Немцов уезжает в Москву, где становится первым вице-премьером и берет с собой в том числе и Кириенко. В мае 97-го Кириенко становится замминистра, а в ноябре министром топлива и энергетики. Это странный выбор, ведь за исключением небольшого периода, когда Кириенко работал в региональной нефтяной компании, у него в этой сфере нет абсолютно никакого опыта. А утвердить его должен Виктор Черномырдин, который занимался энергетикой всю свою жизнь. После первой их встречи Черномырдин заявляет: Кириенко не дорос. Но Немцов настаивает, и Черномырдин уступает, не видя смысла ругаться из-за какого-то замминистра с преемником Ельцина. Таким тогда все считали Немцова. Черномырдин и предположить не мог, что утверждает на должность человека,
который через несколько месяцев займет его собственное премьерское кресло. Газета «Коммерсант» приводит любопытные подробности. На заседаниях правительства габаритный Черномырдин сидел в специально для него сделанном кресле. Оно не подходит Кириенко по размерам и в итоге остается пустым. Почему Ельцин назначил Кириенко новым главой правительства? В своих мемуарах он объяснил это так. В разговоре с Сергеем меня поразил стиль его мышления. Ровный, жесткий, абсолютно последовательный. Очень цепкий и работоспособный ум. Внимательные глаза за круглыми стеклами очков. Предельная корректность, отсутствие эмоций. Выдержанность во всем. Главные плюсы – абсолютно свободен от влияния любых политических или финансовых групп. В силу своей молодости не будет бояться никаких столкновений, никаких неприятных последствий. Настоящий технократический премьер. То, что нужно сейчас стране. Это традиционный ельцинский стиль. Поставить во главе исполнительной власти молодых, неизвестных широкой публике людей, казавшихся ему перспективными. Так было с Гайдаром в 91-м, с назначением Немцова и Чубайса первыми вице-премьерами в 97-м. Также и в 99-м преемником станет Владимир Путин. Впрочем, Кириенко еще предстоит пройти непростую процедуру – утверждение на должность председателя правительства Государственной Думой. Парламент оппозиционен президенту. Он принимает его кандидатуру в штыки. Дважды депутаты голосуют против. Но на третий раз нужно выбирать или утверждать премьера, или роспуск Госдумы. Когда перспектива роспуска становится реальной, только тогда депутаты утверждают Кириенко, и ему удается набрать нужное число голосов. Он становится самым молодым премьер-министром в истории России. О стремительности его появления на политическом Олимпе говорят два факта. Первый – прилипшая к нему кличка «Киндер-сюрприз». Второй – в программе «Куклы» не было куклы будущего премьер-министра. Ее пришлось экстренно шить прямо в дни голосования в Думе. Ситуацию, в которой Кириенко становится главой правительства, можно охарактеризовать одним словом – предгрозовая. С одной стороны, экономика вроде как наконец налаживается после тяжелых гайдаровских реформ. Инфляция снижается, доходы граждан растут, крепкий рубль привлекает иностранные инвестиции. По итогам 97-го впервые за всю предыдущую историю современной России фиксируется рост ВВП. Небольшой, менее 1%, все же рост. С другой стороны, бюджет остается дефицитным. Государство тратит больше, чем зарабатывает. В парламенте правят левые популисты, которые штампуют законы, не считаясь с финансовыми возможностями страны. Исполнительная власть тоже посредством не живет. То война в Чечне, то Ельцина переизбирать надо, президентские выборы. Это все требует больших расходов. А с доходами у бюджета совсем туго. Денег у бизнеса и граждан мало. Они любыми способами уклоняются от уплаты налогов. И ресурсов гоняться за налогоплательщиками у государства нет. Единственный надежный способ пополнения бюджета – продажа нефти и газа. Но этого недостаточно, ведь нефть стоит очень дешево. В 97-м среднегодовая цена $25 за баррель, в 98-м вообще 12. Задержка пенсий и зарплат бюджетникам по-прежнему норма. Если вы планируете открыть карту в зарубежном банке, лучше не откладывать это на потом. Банки постепенно пересматривают свою политику, и, например, в Казахстане карту открыть стало уже не так просто, как раньше. Можно легко сейчас лишь продлить срок действия уже выпущенной. Но все еще можно открыть счет в других банках ближнего зарубежья. С этим помогает компания Феноменал. Феноменал помогла открыть карты уже тысячам россиян. И теперь те смогут спокойно принимать SWIFT-переводы с выгодной конвертацией, хранить деньги в валюте на именном счете, арендовать автомобили, оплачивать покупки за границей как онлайн, так и офлайн. При этом пополнить можно все это дело прямо по системе быстрых платежей с российского счета. Или наоборот, вывести средства на российскую карту, если получили международный перевод. Такой счет здорово пригодится и для путешествий, и для оплаты зарубежных сервисов, и для получения гонораров от иностранных заказчиков. Также с помощью такой карты можно покупать криптовалюту по хорошему курсу прямо внутри приложения банка. Банковское приложение доступно на русском языке. Apple и Google Pay с такими картами прекрасно работают. Еще и оформление быстрое от 1 дня.
С Феноменал вы можете стать клиентом зарубежного лицензированного банка наравне с резидентами страны безо всяких дорогостоящих поездок и получить мультивалютный счет на 5 лет. Обслуживание карт недорогое, а по промокоду CATS будет скидка на оформление 5000 рублей. Поддержка Феноменал поможет вам на каждом этапе, от обращения до активации. Ссылка в описании. Хоть как-то справляться с этим помогает система ГКО – государственных краткосрочных облигаций. От печати денег, как от способа закрыть бюджетный дефицит, отказались еще в середине 90-х. Тогда инфляция зашкаливала. С 93-го Минфин начал выпуск тех самых ГКО – бескупонных облигаций сроком на несколько месяцев. Они продаются со скидкой, а при погашении через несколько месяцев инвестор получает полный номинал облигаций, полную стоимость. В самом инструменте нет ничего плохого. Он используется во всем мире. Но в российских реалиях возникает проблема. Степень доверия к правительству низкая, поэтому продавать бумаги приходится под очень большой процент. Доходность ГКО составляет 30-50%. В итоге спекуляции с ГКО стали привлекательнее, чем предпринимательство. Ведь даже в развивающихся странах мало какой законный бизнес принесет такую прибыль. Зачем вкладывать деньги в развитие своего бизнеса и рисковать, не спать ночами, когда можно просто купить государственные облигации и получать куда больше? На рынок ГКО приходят и иностранцы. Поскольку Центробанк удерживает стабильный курс рубля, те могут спокойно заработать на российских облигациях и без особого риска вывести деньги обратно. Чтобы расплачиваться с держателями, Центробанку приходится выпускать все новые и новые бумаги, а чтобы спрос на них не падал, продолжать обеспечивать высокую доходность. Так рынок ГКО становится финансовой пирамидой. Со старыми заемщиками расплачиваются деньгами новых. Но все это не смертельно по состоянию на начало 98-го. Дефицит не превышает 5-6% ВВП. Весь внутренний долг составляет примерно 20% ВВП. Много, но не критично. Возможно, Россия смогла бы пройти этот период без финансовых потрясений, но есть внешние факторы. Выступая в Госдуме во время голосования по своей кандидатуре, Кириенко предупреждает: экономике страны уже нанесен тяжелый удар азиатским финансовым кризисом. Но не все понимают, о чем идет речь. А дело было в фондовом кризисе, который начался в 1997 году в Юго-Восточной Азии. Перегретые фондовые рынки стран этого региона рухнули. В итоге инвесторы начали выводить свои деньги из всех рискованных рынков, и в том числе из России. Спрос на ГКО падает, доходность по ним растет, то есть полученные в долг деньги становятся все дороже. Удерживать стабильный курс в коридоре не выше 6 рублей за доллар Центробанку едва-едва удается. Но в довершении всего в 98-м падают цены на нефть, от которых зависит доходная часть российского бюджета. Именно в такой ситуации Сергей Кириенко занимает премьерскую должность. Его вины в таком положении вещей нет, как нет и шансов исправить положение. Однако он пытается. По сути, у правительства в этой ситуации есть не так много возможных действий. Самое очевидное – резко снизить расходы бюджета. Если вам не хватает денег, попробуйте тратить меньше. Кириенко пытается сокращать расходы бюджета. Еще в апреле он возглавляет комиссию при президенте со зловещей аббревиатурой ВЧК, что расшифровывается как Временная чрезвычайная комиссия. Ее задачей становится поиск способов усиления бюджетной и налоговой дисциплины. В большом интервью «Коммерсанту» в начале мая Кириенко перечисляет, на чем он собирается экономить. На регионах помогать им из федерального бюджета будут, только если сам регион продемонстрирует программу финансового оздоровления. На чиновниках, сократив им льготы и привилегии. На детских пособиях и так далее. Отправляясь с рабочим визитом во Францию, Кириенко демонстративно сокращает сроки своей поездки, чтобы сэкономить на проживании, и вычеркивает из списка делегации едва не половину участников, чтобы не гонять в Париж второй правительственный борт. Конечно, наполеоновские планы Кириенко сталкиваются с сопротивлением. Его возглавляет оппозиционное правительство Госдума. 16 мая Кириенко вызывают в парламент и требуют погасить долги по зарплатам перед шахтерами. Кириенко в ответ предлагает сократить финансирование Думы на 26%, а сэкономленные деньги отдать шахтерам. Депутаты называют это предложение популистским и отказываются его принимать. В те же дни, в середине мая, лопается один из крупнейших банков страны – Токобанк. Он работал с западными контрагентами, брал от них кредиты в валюте. Теперь, из-за паники и ухода инвесторов из России, Токобанк стал не в состоянии по этим кредитам платить.
Крушение банка еще сильнее закручивает спираль недоверия к российской финансовой системе. Последующие аукционы Минфина по продаже новых ГКО чаще всего либо проваливаются, либо отменяются. Желающих купить их все меньше. 30 мая Кириенко собирает заседание ВЧК, где предполагалось поставить жесткий ультиматум так называемым естественным монополиям – Газпрому, РАО ЕС и РЖД. Ультиматум таков: или вы платите налоги, или вам арестовывают счета. Но представители этих компаний на заседание просто не приходят, договорившись за спиной Кириенко с президентом, что их трогать не станут. ВЧК приходится отыгрываться на мелких должниках. Однако собранные с них деньги капля в море по сравнению с дефицитом. В середине июня Кириенко едет в Беларусь выбивать долги. Беларусь задолжала Газпрому за поставки топлива. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Поездка безуспешная. Белорусский президент Лукашенко умеет вертеться. Он отделывается обещаниями и пустыми разговорами. В июле правительство вносит в Госдуму антикризисную программу. В ней предложение по введению новых и увеличению существующих налогов, отмена некоторых налоговых льгот, а также серьезное сокращение расходов. После нескольких недель обсуждений Дума программу эту отвергает. Помочь бюджету не выходит. Одновременно с попытками больше зарабатывать и меньше тратить, российские власти активно стараются привлечь стабилизационный кредит от Международного валютного фонда. Это последняя надежда. В переговорах с МВФ проходит вся весна и все лето. Ими занимается и сам Кириенко, и замминистра финансов Михаил Касьянов, и даже Анатолий Чубайс с Егором Гайдаром, которые уже не имеют к правительству никакого отношения. Договориться удается лишь к концу июля. МВФ выделяет России транш в размере 4,8 миллиардов долларов. Слишком мало и слишком поздно. Позже судьба этого кредита будет вызывать большие вопросы. Депутат от КПРФ Виктор Илюхин будет утверждать: деньги украли. Эту же позицию займут некоторые американские конгрессмены, в том числе Майк Пенс, будущий вице-президент страны. Расследование российских генпрокуратуры и счетной палаты никакого хищения не обнаружит. Но в любом случае, украден кредит или нет, помочь он не может. Инвесторы потеряли доверие к России. В начале августа международные рейтинговые агентства понижают кредитный рейтинг России до мусорного. На рынке ГКО начинается тотальная распродажа. Доходность месячных бумаг взлетает до невероятных 140%. Однако желающих покупать облигации все равно нет. Отчаянно пытаясь удержать курс в прежнем коридоре до 6 рублей за доллар, Центробанк распродает золотовалютные резервы. За первые 2 недели августа они сокращаются на 40%. 11 августа начинается паника на рынках. Индекс российской биржи падает почти до нуля. Кириенко пытается успокоить ситуацию, утверждая, что правительство в состоянии погасить свои долги, что поведение инвесторов – это эмоции, не отражающие экономическую реальность. 13 августа Центробанк выдает чрезвычайные кредиты нескольким банкам, рассчитывая, что они купят ГКО. Но банки не покупают. Вместо этого на полученные рубли они покупают валюту, приговорив рубль фактически к девальвации. Вообще, девальвация рубля – это еще один способ выйти из кризиса. Подешевевшими рублями проще платить по долгам, а Центробанку не придется сжигать резервы на поддержание курса валюты. Многие известные финансисты, в том числе Джордж Сорос, еще весной рекомендовали правительству России отпустить рубль как минимум на 15-20%. Но экономическая целесообразность входит в противоречие с политической. Почти все товары на полках магазинов были импортными, а значит, девальвация подстегнула бы инфляцию, которую столько лет пытались снизить до приличных значений. Граждане, травмированные реформами начала 90-х, вряд ли примут это с радостью. Риски для политической системы очень серьезные. Кроме того, ослабление курса валюты ударило бы по российским банкам. Многие из них отправились бы вслед за Токобанком, поскольку имели большую часть обязательств в валюте. Счета граждан, кредиты от других банков и так далее. Банки попросту не смогли бы купить нужное количество долларов за подешевевшие рубли, а помочь им Центробанк бы не мог, резервов практически не оставалось. Кабинет Кириенко очень боялся девальвации. В результате правительство упустило возможность для мягкого и управляемого снижения стоимости рубля. И подошло к ситуации, когда ее снижение грозило стать неуправляемым. При этом власти всех убеждают, девальвации не будет. В середине августа, когда уже только ленивый не говорит о рисках скорого обрушения рубля, в ход идет тяжелая артиллерия.
14 августа Борис Ельцин приезжает в Новгород. На аэродроме к нему подходят журналисты и задают вопрос, будет ли девальвация. В ответе Ельцин создает мем. Будет девальвация. Твердый и четко. Твердо и четко. Твердый и четко. Девальвация не будет. И не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет. Это все просчитано. Это каждые сутки проводится. Это работа и контроль. Но эти словесные интервенции уже ничего не могут изменить. В выходные 15 и 16 августа руководители правительства, Центробанка, а также консультировавшие и их Гайдар с Чубайсом, снова пытаются решить проблему. Варианта осталось два. Либо продолжать сжигать последние резервы, надеясь на чудо, что лишь отсрочит неизбежный коллапс на несколько недель, либо ослаблять рубль и перестать платить по долгам. К этому решению склоняются все участники переговоров. 16 августа премьер-министр докладывает о ситуации президенту. Кириенко просит об отставке, но Ельцин отказывает. Эту чашу нужно испить до дна. 17 августа в 9 часов 30 минут утра выходит совместное заявление правительства и Центробанка, где сказано, во-первых, об установлении нового коридора курса рубля до 9,5 рублей за доллар. Речь идет о 50% девальвации. Во-вторых, в заявлении говорится о заморозке всех выплат по ГКО до конца года. Произошел дефолт по внутреннему долгу. В России начинается паника. Люди бросаются скупать валюту, но никто не продает доллары даже за 9 рублей в рамках официального коридора. В некоторых обменниках курс доходит до 15 рублей за доллар. В большинстве пунктов валюты нет вовсе. 1 сентября Центробанк полностью прекратит поддержку рубля, а к ноябрю курс на бирже дойдет до 20 рублей за доллар. Всего за 2 с небольшим месяца российская валюта ослабнет больше, чем в 3 раза. Вкладчики штурмуют банки, желая забрать деньги. Многие из банков натиска не выдерживают и лопаются. Среди них Инкомбанк, Минотеп, Мостбанк. Не работают межбанковские платежи. Visa и MasterCard временно прекращают обслуживание карт на территории России. Банковская система входит в жесточайший кризис. Из 10 крупнейших банков страны, существовавших в то время, до наших дней доживут лишь 3 – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Не меньшие очереди выстраиваются и в магазинах. Полки пустеют, несмотря на стремительный рост цен. Расходятся слухи о грядущем голоде. Мол, фуры с едой стоят на границе, потому что расплатиться с поставщиками по новому курсу никто не может. У людей, переживших экономический кризис позднего СССР с его тотальным дефицитом, происходящее вызывает ужас. Те, у кого остались сбережения, отчаянно скупают бытовую технику, пока цены не подскочили. Кто-то покупает по 2-3 холодильника или телевизора, просто на всякий случай, или в расчете потом продать дороже. Через несколько дней волна паники отступает. Приходит время политических решений. В пятницу, 21 августа, Госдума проявляет небывалое для тех времен единодушие и выносит вотум недоверия правительству. Спустя 2 дня, 23 августа, Ельцин отправляет Кириенко в отставку. 5-месячный срок пребывания Кириенко во главе Кабинета министров заканчивается. Кроме дефолта, этот срок, пожалуй, больше ничем и не запомнится. Разве что одним эпизодом. В июле 98-го именно Кириенко достается роль представить широкой публике нового директора ФСБ, которого назначил президент. Его зовут Владимир Путин. Дефолт такого крупного государства, как Россия, событие довольно редкое. Финансовая система страны получила тяжелый удар, обесценилась национальная валюта, сократилось производство, подскочила инфляция. По самым консервативным оценкам, в августе 98-го общие потери российской экономики составили не менее 100 миллиардов долларов. Но восстановление экономики оказалось столь же стремительным, как и ее коллапс. После 2 неудачных попыток вернуть в премьерское кресло Виктора Черномырдина, Ельцин предлагает Госдуме кандидатуру Евгения Примакова. Тот идейно близок к коммунистической думе. Ему удается провести через парламент ту самую идею экономии, о которой говорил Кириенко. И государственные расходы снижаются вдвое. В остальном же у Примакова была задача просто не мешать экономике восстанавливаться. И он с ней, на удивление, справился. Падение курса рубля помогло российской промышленности, потому что импорт стал дорогим. Все захотели покупать отечественное, которое стало в разы дешевле зарубежного. Начался бум производства. Vместо спекуляций с ГКО, которого больше нет, средства стали направляться на развитие реального сектора экономики. Благодаря этому рост ВВП, начавшийся в 1997 году и прерванный кризисом 1998, в 1999 снова возобновился.
Вскоре подскочили цены на нефть, и Россия вошла в те самые благополучные нулевые, которые будут ассоциироваться с новым президентом Владимиром Путиным. Дефолт не поставил крест на будущем Сергея Кириенко. Он на время сменил вектор карьеры. Вместо администратора стал политиком. В 99-м бывший премьер вступает в партию СПС, Союз правых сил, и становится одним из ее лидеров. СПС был, пожалуй, наиболее успешной попыткой создания правой либеральной партии в современной России. В ее руководстве были Егор Гайдар, Борис Немцов, Анатолий Чубайс, люди, которые в 90-е реально определяли курс развития страны. На думских выборах 99-го главная интрига – это противостояние нового прокремлевского движения «Единство» и блока «Отечество. Вся Россия», который возглавляет на тот момент уже экс-премьер Примаков и мэр Москвы Лужков. Для остальных партий главный вопрос, по сути, чью сторону занять. СПС занимает сторону Владимира Путина и «Единства». Путин был назначен ельцинским преемником. Избирательный список СПС возглавляет Сергей Кириенко, и партия идет на выборы под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Думу». Одновременно Кириенко противостоит Лужкову на выборах мэра Москвы, где лозунг уже «Путин в России, Кириенко в Москве». С этой кампанией, кстати, помогает Марат Гельман, а вице-мэром в паре с Кириенко идет Вячеслав Глазычев, бывший руководитель «Мемориала». По нынешним временам это довольно оппозиционная история. Идея прокатиться на высоком рейтинге популярного тогда Путина оказалась верной. СПС набирает 8,5% голосов на думских выборах и единственный раз в истории получает собственную фракцию в парламенте численностью в 29 человек. Больше власти в парламент демократов пускать не будут. В Москве Кириенко, конечно, Лужкову проиграл, но занял второе место. На президентских выборах 2000 года СПС, во многом благодаря настойчивости Кириенко, поддерживает Путина и не выставляет своего кандидата. Хотя не все руководители блока за это решение. Борис Немцов и Ирина Хакамада воздерживаются при голосовании. Отсутствие кандидата от СПС стало одним из факторов, которые помогли Путину победить в первом туре. Работать в Госдуме Кириенко не нравится. Хакамада позже вспомнит, как он сказал ей следующее. «Меня не устраивает парламентская культура. Мне интереснее жить в вертикали власти». Депутатом он был примерно столько же, сколько и премьер-министром. Формально Кириенко останется членом СПС вплоть до его распуска в 2008-м. Но уже в мае 2000-го Кириенко отказывается от думского мандата. Путин назначает его своим полпредом в Приволжском федеральном округе. Шаг неочевидный. Лидер немаленькой фракции в Госдуме – это серьезная позиция, особенно для начала нулевых, когда еще была жива публичная политика. Но Кириенко, не задумываясь, оставляет кресло на охотном ряду и уезжает из Москвы в родной Нижний Новгород работать незаметным чиновником средней руки. На этом этапе окончательно расходятся пути Кириенко и с либералами, и с бывшим покровителем Борисом Немцовым. Немцов перейдет в оппозицию, начнет жестко критиковать Путина и будет убит возле Кремля в феврале 2015-го. Кириенко же станет одним из ближайших соратников Путина, человеком, который определяет политику Кремля. Институт полпредов президентов в федеральных округах появился в России после прихода к власти Путина. Вся эта конструкция не имеет никакого отношения к Конституции. Согласно основному закону, Россия – федеративное государство. В ней есть субъекты, республики, края, области, жители которых на свободных выборах избирают себе губернаторов, обладающих всей полнотой власти на своей территории. Путина, конечно, такая конструкция не устраивает. Федерализм – это постоянный источник угрозы для зарождающейся автократии. Федерализм может без разрешения Москвы порождать популярных политиков, претендующих на высшую власть в стране. Путин с первых дней в президентском кресле провозглашает курс на строительство вертикали власти. То есть такой системы, при которой каждое слово президента воспринимается местными руководителями как сигнал к действию, а задачи самих этих местных руководителей сведены к решению локальных вопросов, типа уборки улиц и ремонта подъездов. Очень важная роль в становлении этой системы была отведена Сергею Кириенко, попавшему в первый набор полпредов. Ему достался один из самых сложных федеральных округов – Приволжский. В состав этого округа входили, помимо прочих, Татарстан и Башкортостан. Эти два региона еще в начале 90-х проявили большую тягу к независимости. Кириенко же должен встроить эти непокорные субъекты в новую путинскую вертикаль. И эту задачу он выполнит. На посту президента в Приволжском федеральном округе Кириенко занимается тем же, чем потом будет заниматься в масштабах всей страны.
Он манипулирует выборами, задвигает неудобных Кремлю кандидатов и продвигает лояльных. Журналисты «Известий» утверждают, подчиненные Кириенко называли его стиль работы террором на выборах, а любимой фразой полпреда было «открутим головы». Хотя многолетний президент Татарстана Ментимир Шаймиев относится к Кириенко прохладно и даже неоднократно отказывается принимать его во время поездок в Казань, победить эту тягу республики к суверенитету все же удается. Именно при Кириенко разрабатывается договор о разграничении полномочий между Татарстаном и Москвой. В общем, Кириенко отлично зарекомендовал себя на посту полномочного представителя и в 2005 году получает повышение. Теперь он назначен главой Росатома. Много десятилетий атомной энергетикой руководили физики-ядерщики. Со времен Берии не было такого, чтобы у руля отрасли встал человек, не имеющий к ней никакого отношения. Задачи у Кириенко в Росатоме чисто управленческие. Ему предстоит консолидировать в руках государства всю ядерную инфраструктуру, от добычи урана до утилизации отходов. Всего через 2 года после прихода Кириенко Росатом из федерального агентства становится госкорпорацией. Ему передан атомный ледокольный флот. В его составе появляется Атомэнергомаш, подразделение, которое занимается производством оборудования для ядерной энергетики. При Кириенко Росатом становится монополистом на российском рынке, но начинает также заниматься зарубежными проектами. Госкорпорация покупает канадскую фирму Uranium One, которая занималась добычей уранового топлива в разных странах, в том числе и в США. Еще одно подразделение Росатома, Tenex, в конце нулевых пролоббирует в американском конгрессе снятие запрета на поставки в Штаты обогащенного оружейного урана из России. Это едва ли не единственный пример успешного подобного лоббистского проекта в истории нашей страны. Но еще Росатом строит атомные электростанции за рубежом. В Турции, Китае, Индии, Словакии, Украине, Иране. В 2011-м госкорпорация выигрывает тендер на строительство АЭС в Финляндии. Многие из этих проектов оказываются заморожены или отменяются вовсе. Если не после аннексии Крыма, то после начала полномасштабной войны в Украине. Кроме руководства атомной отраслью, Кириенко организовывает выборы всех уровней в закрытых городах Росатома. В ход идут приемы вроде массовой мобилизации бюджетников, которые потом будут применяться в масштабах всей страны. В 2016-м Путин назначает Кириенко первым заместителем своей администрации, отвечающим за внутреннюю политику. Для многих такое назначение становится неожиданностью. Кириенко уже не воспринимается политическим актором, премьер-министром и руководителем фракции в Госдуме он был давно. Он не как его предшественники Сурков и Володин. Но для Кириенко это уже привычный опыт – возглавить какое-то новое направление. Путину важны его менеджерские навыки, а не политический опыт. Кириенко серьезно отличается от прежних кураторов внутренней политики. Владислав Сурков был мастером многоходовочек, хитрых подмигиваний и разводок. Его заигрывания с оппозицией привели к митингам на Болотной и Сахарова. Во всяком случае, так это воспринималось во власти. После чего Суркова отправили в отставку. На смену ему пришел твердолобый путинист Вячеслав Володин, автор формулы «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России». Его основным инструментом было «держать и не пущать». Володин уничтожил даже намеки на многопартийность в России, превратив системные партии в филиалы «Единой России», а несистемным закрыл путь на любые выборы серьезного уровня. Уличной же оппозиции от Володина достались полицейские дубинки и автозаки. При нем прогремело болотное дело, по которому за решетку попали случайные участники митингов. Лидеры протестного движения Алексея Навального начали таскать в суды по делам Кировлеса и Ивраше и на год отправили под домашний арест. Кириенко приходит в администрацию президента, когда волна эйфории от присоединения Крыма уже идет на спад. Ему нужно обеспечить устойчивость политической системы, а главное – решить вопрос с регулярным и пожизненным переизбранием стареющего Владимира Путина. Именно Кириенко обеспечит принятие поправок в Конституцию, где за шумовой завесой заботы о животных и защите русского языка было спрятано обнуление путинских сроков. Именно при нем появится 3-дневное голосование, ДЭГ и прочие электоральные инновации, сильно упростившие властям фальсификацию результатов. И еще до всего этого, в 2018-м, Кириенко обеспечивает Путину рекордный результат на президентских выборах. За него тогда, по официальным данным, проголосовали более половины имеющих право голоса россиян. Параллельно Кириенко строит витрины систем работы с людьми.
Для молодежи это бесконечные форумы типа «Территория смыслов». Для людей постарше – площадка «Россия – страна возможностей». Для желающих стать, как это официально называется, кадровым резервом, власти придумывают конкурс «Лидеры России». Для участников так называемой СВО теперь есть своя программа «Время героев». Все эти инициативы очень красиво оформленные, проходят с размахом, их бюджетом позавидовали бы лучшие бизнес-школы мира. При этом инициативы эти так и остаются витринами. За этой оболочкой нет никакого наполнения. Ни территория смыслов, ни уж тем более время героев не породят новые поколения правящих элит. Отдельный трек возникает для губернаторов. Кириенко бывший полпред, и он прекрасно понимает важность работы с местными властями. При нем в России стали появляться так называемые губернаторы-технократы, молодые чиновники, никак не связанные со своим регионом, сфокусированные исключительно на решении локальных вопросов и не претендующие ни на какое влияние на федеральном уровне. Зачастую они даже выглядят одинаково. Строгий костюм, очки, образ больше подходящий финансовому директору банка, а не избранному на голосовании губернатору. В итоге на всю страну при Кириенко остается буквально 2 местных руководителя, имеющих общенациональную известность. Мэр Москвы Собянин и Рамзан Кадыров в Чечне. При этом для губернаторов-технократов Кириенко придумал целую систему подготовки на базе РАНХИКС. Кроме лекций и семинаров, будущих глав регионов вывозят на тимбилдинге, где они преодолевают полосы препятствий, прыгают со скалы в горную реку, ну и так далее. Другим направлением деятельности Кириенко становится курирование так называемых новых территорий, оккупированных областей Украины, включенных в 2022 году в состав России. Кроме того, он занимается выборами в Абхазии и Южной Осетии, курирует отношения с Молдовой, Приднестровьем, Арменией. После ухода из администрации Дмитрия Козака Кириенко переходит работа со всем ближним зарубежьем, что довольно показательно. Получается, Кремль рассматривает все постсоветское пространство как зону ответственности замглавы по внутренней политике. Но Кириенко не всевластен. Например, у него нет возможности влиять на СМИ. За них отвечает другой заместитель руководителя администрации Алексей Громов. Поэтому Кириенко идет иным путем. Он обращает внимание на пока еще относительно свободное средство массовой информации – интернет. В 2021 году сын Сергея Кириенко, Владимир, возглавляет корпорацию ВК. Эта компания претендует на монополию в информационном пространстве Рунета. Ей принадлежат крупнейшие российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники, ей принадлежит новостная платформа Дзен. Именно ВК будет продвигать национальный мессенджер Макс, куда принудительно начнут сгонять бюджетников и школьников. Ради продвижения мессенджера будут блокировать звонки в WhatsApp и Telegram, да и сам Telegram теперь. Сергей Кириенко едва ли не всю взрослую жизнь преследует разговоры о его сотрудничестве с разного рода сомнительными социоинженерными техниками. Когда он стал премьер-министром, журналисты раскопали историю о его якобы членстве в секте саентологов. Кириенко это отрицал. Он утверждал, что еще будучи руководителем банка в Нижнем Новгороде, отправлял сотрудников на курсы в связанный с саентологами Хаббард-колледж, но сам туда учиться не пошел. А вот сотрудничество с последователями учения «Система мыследеятельной методологии» Кириенко не скрывал. Это учение основал советский философ Георгий Щедровицкий. Он проводил так называемые организационно-деятельные игры, что-то вроде совместных брейнсторм-сессий, в ходе которых участники пытались решать разные общественные проблемы. Методологи утверждали, что можно программировать, словно компьютер, и конкретных людей, и общественные процессы. И что заниматься этим должна узкая группа прогрессивных технократов. Многие социологи считают учение Щедровицкого лженаучным. С большой натяжкой можно назвать Щедровицкого и его соратников первыми коучами в СССР. Они консультировали многих политиков на постсоветском пространстве. Сын Георгия Щедровицкого, Петр, был советником Кириенко и в СПС, и в годы полпредства, и в Росатоме. Затем их пути, правда, разошлись. Политик Борис Надеждин, много лет работавший с Кириенко, считает, что влияние методологов на того переоценивать не стоит. Кириенко и без них мог добиться результата, потому что был нацелен только на него, а не на какие-то там ценности. Из-за связи с Немцовым Кириенко долго считался либералом. Но его карьера показывает, по факту он человек без серьезных политических убеждений. Человек, безусловно, очень талантливый, идеальный технократ, тот, кого принято называть эффективным менеджером. Причем в данном случае без иронии даже. Кириенко одинаково тщательно подходит к любой поставленной ему задаче, будь то задача спасти страну от дефолта или уничтожить в ней федерализм.
Он может распиарить Росатом как современную преуспевающую корпорацию, которая строит реакторы по всему миру, а может взять кураторство над оккупированными в результате агрессивной войны территориями, из-за которых под международными санкциями оказывается в том числе и Росатом, да и сам Кириенко. Может выстроить систему отбора и подготовки губернаторов, не беспокоясь о том, что единственный по-настоящему правильный критерий отбора – это популярность губернатора у жителей региона, а не умение прыгать с парашютом. Кажется, не существует такой задачи, получив которую Сергей Кириенко мог бы сказать: «Я не буду этого делать, это противоречит моим взглядам». Кириенко – олицетворение того самого Deep State, о котором часто говорит Трамп. Чиновник с огромными полномочиями и влиянием, которого никто и никогда никуда не выбирал, за исключением небольшого эпизода 25 лет назад, когда он несколько месяцев возглавлял фракцию СПС в Госдуме. Тот эпизод демонстрирует: на выборной должности Кириенко чувствует себя неуютно. Ему комфортнее работать администратором на тех, кто в данный момент находится у власти, будь то губернатор Немцов, президент Ельцин или Владимир Путин. Он сможет подстроиться под любого из них и для каждого быть максимально полезным. Если бы история России пошла каким-то другим путем, и его лидером в нулевые годы стал бы тот же самый Немцов, Кириенко прекрасно бы себя нашел в его администрации и работал бы так же эффективно, как сейчас, только делая какие-то полезные вещи. Но получилось так, как получилось. До завтра.